Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно подписывайтесь на наш канал, устраивайтесь поудобнее. В наших видео есть много полезной и интересной информации. В нашем YouTube-канале есть очень много плейлистов, где вы можете видео уже посмотреть в зависимости от того, сколько времени есть в вашем распоряжении. Есть видео длительностью до 4 минут, есть видео длиной от 4 до 20 минут, и есть видео от 20 до 60 минут. Те, кто хочет в вопрос колесо жизненного баланса Long Swim углубиться очень хорошо, есть отдельные видео более 60 минут, где все рассказано очень-очень подробно. Это видео лучше пересматривать несколько раз, делая записи в своем дневнике, планере. Эта информация будет для вас очень полезная. А сейчас я начинаю. Тема сегодняшнего видео: учимся говорить о чувствах. 8 сфер колеса жизненного баланса, через призму которых мы традиционно рассматриваем любой вопрос, позволяют вам этот принцип учиться говорить о чувствах, рассмотреть сквозь ваши жизненные сферы. Каждые ваши жизненные сферы, они вам позволяют возможность с разным темпом это все реализовать в течение года. Это видео войдет в плейлист апрель. И апрель – это один из месяцев второго квартала. Это первый месяц второго квартала. И основная задача во втором квартале – все проекты, которые вы не успели закончить в первом квартале, успешно завершить во втором квартале. Не расстраиваться по поводу того, что эти проекты не завершаются в те даты, которые вы планировали. В конце концов, миссия колеса жизненного баланса – это стремление к профессиональному долголетию, к личному долголетию. И поскольку вы знаете, что жить вы будете более 100 лет, смело ставьте планы, у вас все получится, я в вас верю. Итак, зачем нам говорить о чувствах? Что дают нам чувства? Многие из вас могут возразить: в колесе жизненного баланса Long Swim состояние, где много чувств, это состояние 0-4. В этом состоянии чувства захлестывают все наше время. В этом состоянии у нас очень мало совместных действий, мы не сильно сфокусированы на каких-то действиях. И вот в этом видео мы заявляем о том, что надо учиться говорить о чувствах. В колесе жизненного баланса Long Swim чувства играют очень важную роль. Здесь очень важно соблюсти баланс. То есть мы всегда находимся между двумя стихиями. Чувства отрицательные, чувства положительные, чувства, которые вас мотивируют, чувства, которые вас демотивируют. Мы сейчас будем говорить о чувствах, которые дают вам возможность увидеть эту жизнь во всем многообразии, получить реальную пользу, о тех чувствах, глубина которых для вас будет все больше и больше ощущаться. Чем больше вы будете практиковать практику колеса жизненного баланса, тем больше эмоций вы сможете переживать, тем более тонкие эмоции вы сможете различать среди окружающих. Если вы сможете глубину эмоций различать в более тонком диапазоне, вы вовремя увидите признаки эмоционального перегорания, признаки физического выгорания и предпринять какие-то шаги, чтобы помочь себе или помочь человеку, который нуждается в вашей помощи. Это связано с теми людьми, чья профессия связана с оказанием помощи другим людям. Это медики, психологи, педагоги, учителя, преподаватели. Те люди, которые могут заметить вот эти вот ранние признаки тому, что человеку будет немного плохо, и предотвратить их. Для тех, кто в профессиях, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто какой профессией сейчас занимается, как вы считаете, помогает ли колесо жизненного баланса вам в вашей повседневной жизни, какие противоречия вы увидели в колесе жизненного баланса, как вы диагностируете колесо жизненного баланса, как вы заполняете колесо жизненного баланса, кому какие теории о колесе жизненного баланса
интересны, пожалуйста, пишите в комментариях, открывайте дискуссию. Мы постараемся к этой дискуссии присоединиться в виде дополнительных видео, которое будет посвящено раскрытию этой темы. Наше видео выходит регулярно, примерно 2 раза в неделю. Это дает вам возможность в любой момент посмотреть это видео, порекомендовать друзьям и знакомым. Напишите, пожалуйста, почему вы рекомендуете наше видео знакомым или почему вы не рекомендуете наше видео знакомым, что вам непонятно. Это будет очень полезная информация для нас. Итак, тема сегодняшнего видео – учимся говорить о чувствах. Любые чувства мы переживаем внутри, сами по себе. Это могут быть невысказанные отрицательные эмоции. По этой теме невысказанные наши эмоции мы будем писать отдельное видео. Сейчас мы только начинаем затрагивать тему эмоций и чувств. Чувство дает нам возможность, сказать, рассмотреть эту жизнь в ее ярком проявлении. Допустим, если вам не нравится погода, вы испытываете какие-то переживания, у вас рождаются какие-то чувства, они могут очень сильно влиять на вашу производительность, на сроки достижения цели. Ну, мы сейчас говорим о том состоянии, когда вы можете эти чувства проявить или можете сказать о своих чувствах. В нашей жизни нас окружают друзья, коллеги, знакомые, родные, близкие. И сейчас мы подробно рассмотрим сферу друзья и окружения. И как здесь очень важно говорить о чувствах, как важно выстроить дистанцию, как важно уметь отстаивать свои личные границы, уметь уважать чужие границы, при этом не забывать о своих личных планах, о своих приоритетах и понимании того, что когда вы больше общаетесь со своими единомышленниками, ваша жизнь больше насыщена событиями, которые позволяют вам достигать своих целей. В колесе жизненного баланса Long Swim мы очень часто будем говорить о своих целях. Эти цели очень важны для того, чтобы в конце года вы себя чувствовали человеком, который год провел плодотворно. Часто бывает так, что вы, находясь в состоянии 0,4 среди своих планов, очень много времени потратили на то, чтобы помогать другим. То есть из 10 планов 3 цели вы достигли, те, которые важны лично для вас, и 7 целей – это будут чужие цели, в которых вы были втянуты, или вы просто помогли кому-то, исходя из своего внутреннего убеждения. Это тоже неплохой результат. Но в колесе жизненного баланса мы говорим о том, что нужно экономно расходовать свою эмоциональную энергию, экономно расходовать свою энергию, поэтому мы примерно в 12 часов дня замеряем, сколько у нас энергии осталось. Если мы почувствовали, что 50% энергии мы уже за день не истратили, мало ли что произошло до 12 часов, может, это какая-то сложная задача, может, непредвиденная задача, и вам очень важно, чтобы до окончания рабочего дня, пускай это будет 18, 19 или 20 часов, у вас остался заряд 30% энергии, чтобы вы пришли домой, и вашей энергетики вот эти 30% хватило для ваших родных и близких, которые очень сильно нуждаются в вашей коммуникации. Тут задавали вопрос по поводу домашних животных. Входят они в круг ближайшего окружения. Можете смело своих домашних питомцев отнести к сфере отношения и друзья, ведь вы с ними проводите достаточное количество времени, они какая-то часть вашей жизни, вы сами добровольно выбрали их, кому купили, кому подарили домашних животных, пожалуйста, напишите. Кстати, напишите, какие домашние животные рядом с вами проживают, как вы к ним относитесь, и можно ли составлять колесо жизненного баланса для ваших домашних питомцев. Эта дискуссия, надеюсь, будет кому-то интересна. Чувства, какое место занимают чувства в нашей жизни? Если вы находитесь в состоянии 0,4 чувств и так, и избыток эмоций, и избыток, и среди этих эмоций главное не забыть о своих целях.
Для тех, кто продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, состояние 4-8, мы уже сосредоточены на целях своих или чужих, если мы единомышленники для кого-то. Поэтому первый год, когда вы находитесь в состоянии 4-8, очень сложно выйти из концентрации на действиях и дать волю чувствам. Но если вы уже в состоянии 4-8 находитесь более 2-3 лет, можете смело развивать эмоциональную сферу и открыто говорить о чувствах, искренне радоваться, когда у вас что-то получается, радоваться за тех людей, которые находятся рядом с вами, активно дискутировать, потому что вы уже свой круг ближайшего окружения смогли выстроить таким образом, что вы больше часть времени общаясь с теми людьми, которые вас вдохновляют, которые помогают вам расти вверх и рядом с которыми вы реально растете. Что же делать, если вы этот путь еще 2-3 года в состоянии 4-8 еще не прошли? Как тут быть? Как говорить о чувствах? Здесь мы говорим о том, что 2 или 3 года вам нужно учиться говорить о чувствах. Первое время вас будут захлестывать чувства отрицательные в состоянии 0,4. Это нормальное явление, но это не очень правильное явление в состоянии 4,8. Состояние 0,4, когда мы говорим о своих чувствах, когда вас что-то расстраивает, что-то идет не по вашему плану, это выход эмоций, это защита от эмоционального выгорания, это умение вовремя и кратко высказаться. Кто как умеет кратко высказаться, пожалуйста, пишите в комментариях, нам будет интересно ваше мнение. В колесе жизненного баланса важен баланс между тем, что нас расстраивает, и то, что нас радует, поэтому если вы 3 раза за день расстроились и высказались о своих чувствах, пожалуйста, найдите возможность хотя бы 1-2 раза выразить свои положительные эмоции. Это может быть окончание рабочего дня. Наконец-то этот день закончился, и у вас положительные эмоции и грандиозные планы на следующий день. Если вы человеку высказали все, что о нем думаете, пожалуйста, через некоторое время, когда уже вы остыли, скажите человеку, что вы его искренне цените за то, что он все это время был с вами рядом, помогал вас, воодушевлял вас, по крайней мере, не мешал. То есть вот этот баланс между высказаться, сказать что-то, что вас не устраивает, и искренняя благодарность за то, что человек рядом с вами находится, это и есть придерживание баланса вашей жизни. Что делать, если вы не хотите говорить о чувствах? Если вы не хотите говорить о чувствах, пожалуйста, используйте дневник. В дневнике вы можете вести внутренний диалог сами с собой, вести внутренний диалог с любым человеком, о котором вы думаете. Это могут быть люди, которые вас вдохновляют, это могут быть ваши кумиры, это могут ваши друзья и знакомые. Если есть друзья и знакомые, которые находятся вне вашего населенного пункта, пожалуйста, поддерживайте с ними разумную коммуникацию, не реже один раз в квартал найдите возможность краткой весточкой сообщить им, что у вас все хорошо, поинтересоваться, что же грандиозного, интересного произошло у них, потому что в переписке самый важный момент, за исключением того, если это деловая переписка или там переписка, связанная с работой, получить эмоцию о том, что человек находится на положительной волне, человек желает все-таки в позитивном настроении закончить те планы, которые он там грандиозно себе построил в прошлом году, в конце прошлого года. Ваша задача смотреть на ситуацию сквозь призму того, что вы постараетесь с этой ситуацией справиться, постараетесь все грандиозные планы привести в исполнение, вы ищете пути решения этих задач, вы ищете варианты того, чтобы эти цели были полезны не только вам, но и ближайшему окружению. Что есть плохого в выражении чувств? Давайте затронем эту непростую тему. Очень многие из ваших друзей и знакомых будут не готовы к тому, что вы начинаете говорить о чувствах, вы начинаете искренне говорить о том, что вас волнует, что вы переживаете. Не расстраивайтесь по этому поводу. Ваши состояния, скорее всего, не совпадают. Вы по состоянию, скорее всего, растете, то есть вы переходите к состоянию 4-8, поэтому окружайте себя людьми состояния 4-8, которые разделяют ваши жизненные принципы. Люди в состоянии 0-4
должны как бы понимать, что вы с удовольствием будете разделять их чувства, но это не будет проходить ежемесячно или еженедельно. Почему? Потому что вы уже более бережно относитесь к своему времени, вы готовы с человеком делать что-то совместное. Если он готов представить свой план решения свои задачи, но не будете очень сильно это долго обсуждать или втягиваться в эмоцию. Сколько времени нужно говорить о чувствах? На этот вопрос очень сложно ответить, но если 1 час по окончании рабочего дня вы уделите своим эмоциям для того, чтобы их структурировать, сделать из них какие-то выводы, прожить эти эмоции так, чтобы эта амплитуда не мешала вашей производительности, вашему отдыху, вашему умению сконцентрироваться на целях, это будет хорошо. Для тех, кто опытный или находится в состоянии 8-10, я думаю, что это не займет больше 15 минут. На это есть 2 причины. Вы, посмотрев свой планер, дневник, ежедневник, увидите, сколько грандиозных задач перед вами есть, и вы поймете, что среди всех задач, которыми вы занимаетесь, только в одной задаче возникли вот эти вот неприятные отрицательные эмоции, и когда вы займетесь своим любимым делом или тем проектом, в которых у вас все получается намного лучше, вы поймете, что 15 минут на отрицательные переживания – это очень хорошо, но мир состоит из грандиозных вещей, и расстраиваться – это уже не ваш профиль, не ваша миссия. Расстраиваться в состоянии 0,4 – это хорошо, прекрасно. Вы еще раз подтверждаете, что вы человек, умеющий переживать. Люди в состоянии 8-10, они умеют найти позитив в любых чувствах, в том числе и отрицательных. Это 2 кардинальных взгляда на жизнь, 2 разных подхода, 2 разных концепции. Искать решение вопроса. И второй вариант – это застревать в этих переживаниях, застревать в длительном бездействии. Всегда выбор за вами. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Учимся говорить о чувствах. Это первое видео, в которых мы затрагиваем тему. Насколько будет интересна вам эта тема. Если вы хотите продолжение этого видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Можете задавать наводящие вопросы. Мы на все вопросы постараемся ответить. Есть у нас такой плейлист, который называется «Практика колеса жизненного баланса Long Swim», где мы отвечаем на вопросы. Когда вопросов становится достаточно, мы выпускаем видео. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.